Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Зацветает лаванда, не могу удержаться, чтобы не снять, вернее, про нее очередное видео. В прошлом году я вам показывал видео, показывал кустик, который я возил из города в город. На сегодняшний день у меня 16 кустиков и не собираюсь останавливаться, хочу много лаванды. Предлагаю сегодня вспомнить основные правила лаванды. Первое. Лаванда легко размножается. Я размножаю семенами, размножаю черенками. Ну, если вам это сложно, можете покупать в садовых центрах контейнерные культуры. Контейнерные культуры хороши чем? Их можно высаживать в открытый грунт фактически весь сезон. И весной, и летом, и осенью. Приживаемость стопроцентная. Но, повторюсь, мне гораздо проще черенками и семенами. Если высаживаете рядом несколько растений, имейте в виду, расстояние между ними должно быть 50 сантиметров. Но вот у меня с расстоянием 50 сантиметров высаженной, здесь на юге она достаточно активно разрастается, и 50 сантиметров маловато. Поэтому лучше, я рекомендую 60-70 сантиметров между отдельными кустиками делать расстояние. Второе, почва. Лаванда любит слабощелочные или нейтральные. Если у вас слабокислая или кислая, не дай бог, надо, естественно, нейтрализовать любым возможным способом. Доломитовая мука, известь, в общем, все то, что есть в продаже, для этого предназначено. Точно так же почва должна быть рыхлая и хорошо дренированная, чтобы влага ни в коем случае не застаивалась в районе корней. Застой влаги лаванда погибает фактически, то есть она не переносит этого. Поэтому, повторюсь, рыхлые и хорошо дренированные почвы. Солнце. Лаванда очень любит солнце. Если сравнить лаванду, которая растет вот здесь на открытом месте, и лаванду, которая растет вот у меня под домом, там сейчас в июне после 3 часов дня уже тень начинается. Вот те кусты, сейчас я их покажу, они меньше цветоносов на одном кусте, хотя они из одного посева, так сказать. Меньше цветоносов, они более вытянутые, в общем, скажем так, разница есть. Поэтому только открытое солнечное место. Теперь, что касается моего любимого мульчирования. Лаванда особый случай. Не старайтесь ее мульчировать растительными остатками, и тем более хвоей или сосновой корой, которые, как известно, подкисляют почву. Самое лучшее мульчирование для лаванды – это камешки, щебень, галька какая-то, мраморная крошка, если финансы позволяют. Эти камешки, во-первых, создают красивый вид, красивый фон для лаванды, но они, нагреваясь за день, служат дополнительным подогревом. Лаванда – теплолюбивое растение, выходит с юга все-таки, и подогревает лаванду, но это позволяет вот такой дополнительный нагрев еще избежать в случае переувлажнения развития каких-то грибковых заболеваний. То есть вот камни – это самое лучшее мульчирование. Теперь очень важный момент – укрытие на зиму. Я честно скажу, я не знаю условий северных регионов, но вот у нас в Украине те сорта, которые продаются в питомниках, садовых центрах, совершенно не требуют укрытия. Вот многие садоводы перестраховываются, накрывают и делают только хуже. Дело в том, что укрытая лаванда – это опять же возможность подпревания какого-то и возникновения грибковых инфекций. Поэтому в Украине лаванду не укрывают. У меня здесь на юге Украины так тем более. Сбор урожая. Вот сейчас, в принципе, наступает очень важный момент. Где мои ножницы? Сейчас я вам покажу. Вот у вас есть два варианта. Можно вообще не собирать, это третий вариант. Но первый вариант, вы хотите, например, собрать и использовать вот эти вот соцветия для того, чтобы украшать свое жилище, как сухоцветы, сухие букеты так называемые. Вот для того, чтобы такие сухие букеты держались как можно дольше, срезать лаванду нужно вот в тот момент, когда бутоны только-только начинают открываться. Вот здесь еще бутоны, вот здесь есть одиночные цветы уже. Вот, срезаем. Запах какой сразу пошел. Связываем в пучки и подвешиваем вот так вниз цветочками. И сушим в тенистом помещении. В принципе, подойдет совершенно нормальная квартира, комната или сарай. Там, где нет солнца прямого, где равномерная такая не сильно высокая температура. В общем, как в жилище у нас там 22-25 градусов. И повторюсь, вот так в опущенном состоянии. Если же вам нужно лаванда для извлечения, скажем так, эфирного масла из нее, то есть настойки какие-то, в косметических целях какие-то вытяжки делаете, имейте в виду, срезать ее лучше в конце цветения, когда уже, в принципе, все цветы раскрылись, мало того, некоторые уже начинают подсыхать. Вот там накопление вот этих эфирных масел будет максимальным. Два варианта фактически, либо в начале цветения, либо в конце цветения. И очень важное правило, на мой взгляд, это как использовать лаванду в ландшафтном дизайне. Есть тоже разные варианты. Учитывая то, что в природе лаванда растет где-то в каменистых местах, она отлично подходит
при выращивании в альпинариях или ракариях, если у вас есть на участке. Будет смотреться там естественно и вполне гармонично. Также из лаванды отлично делаются живые бордюры такие, невысокие. Но имейте в виду, как я сказал, расстояние делайте 60-70 сантиметров, ну 50 минимум. Вот они у меня уже наползают друг на друга здесь. Сейчас, кстати, выведены сорта достаточно высокорослые, 60-80 сантиметров. И это уже фактически можно не бордюры делать, а такие невысокие живые изгороди. При всем при том, что лаванда обладает таким запахом специфическим, что многие насекомые не переносят его. И высаживая вдоль забора вот такую невысокую изгородь из лаванды, вы в принципе препятствуете проникновению на ваш участок каких-то вредных насекомых. Кстати сказать, вот как продолжение темы бордюров и изгородей, очень хорошо лавандой можно декорировать фундаменты каких-то построек, сарая, дома. Ну, опять же, имейте в виду, декорировать лучше солнечные, хорошо освещенные стороны. Вот как раз я сейчас нахожусь в месте, где вот через полчаса буквально уже будет тень. На мой взгляд, здесь соцветия более вытянутые и более редкие. Вот. Ну и, наконец, лаванда очень хорошо вписывается во всевозможные микс-бордеры, гармонируя с другими растениями. Причем комбинировать с другими растениями можно по разным принципам. Можно подбирать растения рядом, которые будут цвести примерно в той же цветовой гамме. Вот фиолетовым цветет, подбирайте растения. Вот у меня там ромашка какая-то, не знаю, как правильно называется, которая цветет тоже фиолетовым, голубым, синим цветом. Можно по противоположному. Вот цветет фиолетовым лаванда, подбирайте к ней растения, которые цветут желтым, оранжевым. Ну, у меня сейчас вот очитки цветут, опунция цветет. Отличное сочетание. Очень хорошо можно лаванду сочетать с растениями, которые имеют приблизительно такую же фактуру. Вот ясколка Биберштейна, я вам недавно про нее видео показывал. Серебристые, такие же узенькие листья, очень хорошо смотрятся вместе. Ясколка пониже и прикрывает как бы низ лаванды. Ну и классический вариант, конечно, это сочетание с розами. Причем с розами буквально всяких цветов. И белые, и розовые, и красные, и темно-красные, какие-то так называемые черные. Ну, это классика. Можно лаванду использовать даже как солитер. Если у вас есть красивый, ровно постриженный газончик, одинокий куст лаванды, в принципе, способен его украсить. Вот. Можно выращивать лаванду в контейнере. Но это для тех, у кого, наверное, нет сада, у кого есть балкон небольшой. В принципе, легко и просто, особенно какие-то молодые кустики, низкорослые сорта. Ну, по мере разрастания, наверное, просто придется высаживать. Но имейте в виду, контейнер для лаванды лучше брать не широкий какой-то, а наоборот узкий и длинный, вот такой высокий. Корневая система у лаванды такая, далеко в глубину уходящая, поэтому ей более подойдет вытянутый. Ну и имейте в виду, что зимовка должна быть прохладная. То есть на подоконнике в отапливаемом помещении для лаванды зимой будет не очень хорошо. Можно у себя в огороде сделать, в принципе, такую специальную клумбу с пряными травами, в состав которой включить и лаванду. Что туда высадить? Шалфей, укроп, розмарин, вот лаванда. Вот эти растения будут очень хорошо сочетаться. И запах от такой вот грядки будет идти достаточно сильный. Я думаю, вам приятно будет там находиться. Можно попытаться использовать лаванду и в огороде. Дело в том, что вот это свойство ее отпугивать вредных насекомых можно использовать. Сажайте какие-то овощные культуры, те же самые помидоры, картошку там. Посадите пару кустиков лаванды прямо на этих же грядках. Вполне возможно, это сработает. Вот. Ну и еще один вариант. Можно использовать лаванду, в принципе, как я хочу у себя. Это сделать такое, ну, пускай небольшое, но прямо поле. То есть посадить ее прямо рядами. Надеюсь, у меня когда-нибудь это получится. Руки дойдут, повторюсь, размножается лаванда очень просто. И вот что еще очень важно знать. Вот сейчас лаванда зацветает, она достаточно быстро отцветет, но есть вариант получить еще и второе цветение. Для того, чтобы получить второе цветение, буквально сразу после цветения, вот ее нужно обрезать. Вот эти цветоносы просто обрезайте. И тогда это стимулирует появление второго цветения, ну через время, конечно. И она вас порадует еще раз. В общем, вот такие основные правила выращивания лаванды. Выращивать это растение я его лично очень люблю и вам советую. А у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мой блог на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». И хорошего вам лета и хороших цветов.